На фоне прочих российских городов, расположенных в невыгодном поясе московского притяжения, Нижний Новгород прилично себя чувствовал и в новейшее время. На закате империи это был богатейший купеческий город, место проведения знаменитой на всю страну ярмарки, где заключались многомиллионные сделки. В советское время Нижний стал интеллектуальным кластером, а точнее закрытым городом с мощными техническими вузами, высокотехнологичным производством и неплохим уровнем жизни. И дореволюционные, и советские пласты истории сегодня напоминают о себе. Например, несколько лет назад на стрелке Оки и Волги были найдены металлические конструкции, использовавшиеся в павильоне Всероссийской выставки 1896 года, в пору, возможно, наивысшего расцвета Нижнего, как торговой столицы империи. Эта находка запустила большой и все еще не завершенный разговор о перспективах городского развития. Мы с вами находимся на стрелке. Это место в Нижнем Новгороде, место слияния двух рек – Волги и Оки. Две великих исторических реки сливаются непосредственно на городской территории. И такой ситуации, как рассказывают нам географы, нигде в мире больше нет. А стоим мы с вами сейчас в бывших пакгаузах, конструкциях, которые служили для складов, собственно, порта. И эти конструкции замечательны тем, что это фрагменты павильонов Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года. А до этого они еще были центральным павильоном выставки тоже всероссийской, но на Ходынском поле в Москве и в 1882 году. А в 1996 году, когда выставка прошла, конструкции демонтировали и распродали их. И после этого они и попали на территорию вот тогда еще пристаней. Это, возможно, единственный уцелевший фрагмент выставочных конструкций вообще царской России XIX века. Вот эти самые конструкции стоят на этом месте благодаря тому, что именно общественность проявила заинтересованность в том, чтобы понять, что же это за конструкции. В 2015 году мы обнаружили их здесь после экскурсии в портовые склады. На Фейсбуке опубликовали фотографии, и молодой архитектор Денис Плеханов выдвинул предположение, что для порта такие шикарные совершенно конструкции никто бы не стал строить. Вероятно, это что-то другое. Он сравнил абрисы фасадов этих конструкций с абрисами центрального павильона Всероссийской выставки, и оказалось, что это одно и то же. Он выдвинул эту гипотезу, и потом ее уже поддержали и ученые, и историк Виталий Краснов нашел подтверждение в архивах тому, что действительно эти конструкции имеют такое происхождение. За последние 10 лет нижегородцам волей-неволей пришлось обратить внимание на свой город не как на чисто практическое или дежурное историческое пространство. Эта своеобразная гуманитарная помощь начала поступать от вопиюще оригинального нижегородского стрит-арта. В Нижнем Новгороде возникла совершенно уникальная ситуация, которая связана с тем, что уличные художники вместо присущего уличному искусству конфликта выбрали путь диалога с жителями, которые находятся в центральной части города. Художники обнаружили, что жители во многом являются точно такой опрессивным слоем, который зачастую не может получить каких-то возможностей от государства, не имеет средств для того, чтобы усовершенствовать свое собственное жилище, не имеет даже иногда грамотности для того, чтобы отстаивать свои права. И посредством этого все больше и больше в городе стало появляться работ, которые были лишь морально согласованы. То есть художники приходили к жителям исторических домов, стучались в двери, показывали свои эскизы, говорили, вот мы хотим это нарисовать, не скрывались, приносили краски, валики, лестницы. И уже с 2014 года по 2016 год я занимался проведением фестиваля уличного искусства «Новый город древний». Его задачей я называл художественное переосмысление проблемы сохранения исторической застройки. И тот опыт, который был у художников в неформальных городских практиках, я перевел в формат фестиваля, когда я приглашал художников из других городов и из других стран
делал целый такой call to arms, сбор заявок от жителей исторической застройки, которые либо защищают свои дома от сноса, либо пытаются своими силами их сохранять и тем самым поддерживают в них какое-то благосостояние. Благодаря фестивалю риторика, которая поддерживалась и городской администрацией, и бизнесом, и застройщиками, которая заключалась в том, что деревянные дома — это либо посыпушки, гнилушки или собачьи будки, она была полностью изменена. И посредством фестиваля эти пространства, которые раньше считались маргиналиями, считались каким-то бельмом, да, или как бы какой-то странностью Нижнего Новгорода, они превратились в неофициальные памятники. Стрит-арт не просто эстетика. Артисты используют его для перехода в новое качество, а город с его помощью меняет отношение к себе. На стыке граффити и политического жеста действует в Нижнем так называемый «синий карандаш». «Синий карандаш» — это такая история про надписи на свободных поверхностях. Проект сложно свести к какой-то одной составляющей, либо художественной, либо политической, либо активистской, либо личной, потому что в нем есть и то, и другое, и третье. Самое главное, наверное, это то, что в этом проекте, то, что улица является самым доступным медиа, в котором высказывание может сделать каждый, и высказывание может быть адресовано и какой-то части общества, либо лично какому-то человеку, либо откликаться на злободневные истории, либо обыгрывать место, либо быть самоцельным произведением уличного искусства. «Синий карандаш» работает с разными шрифтами, и самые узнаваемые, конечно, это вытянутые синие буквы. Но понятно же, что если как бы это узнаваемо, вот, и если нужно совершить что-то из ряда вон выходящее, «Синий карандаш» использует другие шрифты и другие слова, там, понимая, что можно попасть под 280 какую-нибудь статью, вот, или сейчас еще хуже под, как этот новый законопроект называется, нелюбовь, высказывание неуважения к власти. Нижнее место настолько своеобразное, что к нему с готовыми урбанистическими лекалами и не подступишься. Советские годы пощадили старый центр, он был им неинтересен. Нынешняя ситуация драматичнее. В этом центре хотят жить, а значит, его переделывают. Основной вопрос – как? В какой-то момент у всеобщего безразличия появился новый и неожиданно мощный враг – уличное искусство. Вандализм с точки зрения обывателя и муниципалитета на удивление быстро сумел обернуться едва ли не основной культурной ценностью или, по крайней мере, важнейшим способом привлечь внимание к судьбе городского наследия.